Любителям кринжа, фетишей, колготок, ног, костей, кубов предоставим безумный азарт. Не забудьте подписаться на телеграм, потому что да, поехали! Опять школа, в очередной раз непростая золотая. В прямом смысле местные студентики тратят баснословные деньги просто чтобы после уроков поиграть в игры. Соответственно, на них все и основано. Ставки, проигрыши, поражения, отсутствие побед и тотальные долги. И вот, значит, наш ГГ Сузу и Рёта тоже все проиграл не только все родительские копейки, но и собственные права. Теперь вынужден ходить за Мэри Саотома, буквально как ручной пес. Обидно, досадно, но зато прямо сегодня здесь и сейчас сюда же перевелась новая ученица. Юмика Джабами. Ничего не понимает, никого не знает о местных системах, похоже, не в курсе. Значит, нужна одним словом экскурсия. Проведет ее, конечно, староста класса. И чтобы вы думали, горемычные вот эти рассказы про карты, деньги и стволы вообще не напугали, а даже наоборот заинтересовали, потому что ровно, четко по расписанию после уроков состоится первый гейминг. Играть дамы будут в камень, ножницы, бумагу, но необычную, с чудными правилами. Суть в том, что ход будет ограничен одной из 3 картонок, которые бедняги будут тянуть из черного ящика, куда остальные ученики забросят случайно нарисованные знаки. Звучит легко, на деле еще проще. Начинать, понятное дело, стоит с небольших ставок, потом повышать, потом понижать, потом повышать и по итогу проиграть все высокие суммы. В общем, перевес фишек явно не в сторону Джабами. Значит, пора остановиться, простите, то есть повышать и повышать и повышать еще выше. Так что Юмика взяла да и вывалила из портфеля целых 10 миллионов денег прямо на стол. Еще и сменился, шутит, мол, неужто соперница испугалась высоких рисков. И Мэри, что вы думали, реально страшно. Злится, зубами скрипит, глазами сыщет, рыщет, но ничего не поделаешь. Придется соглашаться, а то авторитет в классе упадет, будет грустно, печально, обидно, досадно, вот это все из важного. Сайка, которая секретарь студсовета, доложила Мамабаби Кирари, которая президент студсовета, о новой мощной шизичной единице в рядах учащихся. Все. А что до игр, так Джабами чудесным образом, несмотря на гнилую подтасовку карт, вытянула ножницы и вот так первым ходом тупо победила. Ладно, не тупо. Горемычная на самом деле поняла, что злая половина класса подыгрывает гнилой сопернице, но оттого игра была только интересней. То есть все, денег нет, долги есть, Саотом их нычет, плачет, горюет, значит просит выплату долга малость отсрочить, но оно и не нужно. Добрая душа, представляете, вот так просто готова долг простить, потому что главное, что было весело. И вот тут, значит, вопрос такой, а как Юмика до всего догадалась? А все очень просто. Бедолага поняла, что знаки руками по части подтасовки подает стоящий за ее спиной Рёта. Все спланировала, продумала, а дальше уже было дело удачи, и с ножницами реально тупо повезло. В честь такого ГГ даже решил из Академии отчислиться, потому что сам подобными мощными скиллами в понимании теории игр не понимает, не владеет, ну и ладно. Главное, что человек хороший, а насчет долга, так вот, подарок от чистого сердца в честь тотально интересной партии. Спасибо, пожалуйста, ссылка в описании. Новый день, новые проблемы. Оказывается, никакие прощения долгов не работают, и буквально каждая игра в школе строго регламентируется. Потому у Саотомы теперь собачья бирка. К слову, вся вот эта ранговая система одна из реформ, появившихся 2 года назад с приходом Кирари, которая и должность выиграла, и на место всех поставила, и новые правила придумала. В Академии же учатся всякие чинушащие дети, потому ребятам вроде бы полезно уметь мухлевать, блефовать, жульничать и выходить из критических патовых ситуаций. Джабами все это, конечно, по душе во всех смыслах слова, поэтому от гейминга она отказываться не собирается. И даже готова сыграть с внезапно образовавшейся, нарисовавшейся первогодкой Ицуки, притом уже заслужившей место в совете. Если что, не за свои способности, должность она просто купила. Благо, может себе позволить, отец владеет мощнейшей, крупнейшей игрушечной компанией, в том числе производящей карты. Значит, в них и будут играть. Конкретно в усложненную версию совпадений. Нужно не просто вскрыть одно значение, но и в масть попасть. Получается, у каждой карты только одна пара. И нужно все четко, точно запоминать. Жаль, на ставку Юмика денег нет, но это ничего, можно позаимствовать, а значит все состоится. Если коротко, партия вышла разгромной, зрители в шоке, я в шоке, все в шоке, открывая карту, которая ранее уже была, обе соперницы ни разу не ошибались. А это выходит, все 108 положений дамы запомнили и уместили в голове. В итоге Ицуки победила, потому что правильно, карты были мечены с растворяющимися от кислорода чернилами. И вот тут опять нужно было бы остановиться и искать, чем погасить долг, но вы представляете, Джабами готова играть дальше и даже согласна на условия со ставкой в виде собственных ногтей. Правда, никаких рисков для здоровья не будет, горемычная первым ходом вскрыла половину карт. И значит победила, все снова в шоке, Ицуки больше всех в тотальном непонимании. Ведь ГГшка сумела запомнить все метки до их исчезновения, все положения, приложения, и еще и догадалась, поняла, заметила наличие такого гнилого мува. Короче говоря, слезы, сопли, слюни, слезы, горе, гнилая, больше играть не хочет, ставить собственные когти боится, оно и ясно. Знаешь, что секрет больше никакой не секрет, и дальнейшие партии ни к чему, кроме поражения, не приведут. Ладно. Тогда нужно после уроков заглянуть в иную горную палату, где, что вы думали, Саотома проиграла вообще все, в надежде выбиться в люди. Так сказать, кринжанула. Впрочем, Джабами не лучше. Если есть возможность упускать ее, никак нельзя. Суть кринжа в следующем. Игроки делают ставки на числа, цифры, буквы, цвета, а крупье вместо шариков и роликов используют стакан с ножиками, которые с нулевой долей вероятности после встряхивания могут попасть в конкретную прорезь. Как вы понимаете, все зависит только исключительно от удачи. Ладно, извините, вру, конечно, ни в одной азартной игре никакой удачи быть не может. И Юмика это прекрасно знает, потому вот так сразу чудесным образом после первого раунда, а во втором поставила вообще все фишки на одну единицу
единственное поле. Горемычная, понимаете, поняла, что в одном из кинжалов обязан быть магнит, раз у всех в культурном клубе имеется модный пирсинг. Ну и тут, вы знаете, шантаж, беда, печаль упреки в сторону Юрика, потому что как такое видано и где такое слыхано, чтобы люди настолько гнилым образом поступали. Сначала давали призрачную надежду, а потом все ломали и рушили исключительно жульничеством. Проще говоря, за мэрию обидно. Но куда важнее, что пора поднимать стакан, и тут-то все станет ясно, но вот это да. В дверь без стука вошла мама Вами со свитой, мол, игра интересная, даже президент захотела понаблюдать за вероятным исходом. Спойлер, твари фатально повезло или не повезло, какой-то крот под полом все подстроил, как это бывает в играх с кубиками и иголками, и Юмика, выходит, проиграла целое состояние. Теперь тоже будет питомцем с биркой, ей, представляете, даже нормально, вполне комфортабельно пародировать животное. А по поводу совета, так Юрика все, на собрание не пришла, явно расстроена, однозначно стыдится, зато Кирари предоставила какой-то план на жизни с Атомой и Джабами. Это, чтобы вы знали, полностью распланированное существование до самой старости, отказаться никак, вариант только один — отдать долги. Впрочем, даже с фатальным планом иерархия работать не перестанет, поэтому пиджак придется снимать, раз зрители требуют хлеба, зрелища, к счастью, продолжения не будет, потому что на такое Юмика точно не подписывалась и раздеваться перед незнакомцами точно не планирует. Применение силы к женщине осуждаю, благо и Кишима того же мнения, если применять увечья, то только в игре. Потому почему бы не сыграть в русскую рулетку, револьвер, если что, настоящий, так что будет интересно. Ладно, вру, не будет. Челы тупо испугались и сбежали. Обидно, досадно, за помощь спасибо. Тем временем у ребят появилась возможность списать свои долги, вернее ситуация следующая. Все, у кого есть непогашенные кредиты, могут сыграть в кругу таких же неудачников. По 4 человека в партии, но есть пара нюансов. Во-первых, фишки имеют прогрессивную стоимость, зависящую от размера долга участника. Во-вторых, в зависимости от победителей и проигравших за столом, долги перетасуют так, чтобы счастливчику достался самый низкий долг, который совет бесплатно спишет. А кому станет еще хуже, потому что его обязательство только увеличится. Ну и все, партию можно начинать, но перед тем немного о чем-то поговорить, чисто по-дружески, с глаза на глаз. И представляете, с горемычными будет играть тот самый гнилой наглец, оказывается, взявший долг чисто символическую сумму, чтобы вот таким легальным образом выиграть бесплатные деньги. У него это уже несколько раз удавалось, а значит, да ничего это не значит. Чисто думал, что дамочки сговорились, каким-то телепатическим образом обмениваются информацией о картах, а у Мэри оказывается свинья. Ну то есть расхождение и масти, и числа, одним словом, повезло, что все пасанули. Ладно, вру, никакое нигде не везение. На самом деле четвертая геймерша за столом подставная, исполняет приказы гнилого шуешника, а выдал ее элементарно положение карт, совпадающее с мастью. Но прерывать игру никто не хочет, а нарушение с Джабами сообщать не собирается, а значит нужно продолжать. И теперь понимаете, какая ситуация? Все знают, единственное, что остается, выиграть блефом. Как вдруг вы представляете, в предпоследнем раунде Шиц выиграл фишки Юмика, а после того хуже лучше у четвертой в финале пришли 2 девятки. Такой контрит только парой десятков, что крайне маловероятно, но кто бы мог подумать, горемычная взяла да и поставила кучу своих фишек, еще и начала подталкивать, подначивать бедолагу, но мощнейший победный ход, чтобы утереть нос обидчику. Ну и все, махинации сработали, раунд завершен, но первое место по какой-то неведомой причине у Саатомы. Спросите как? А я даже расскажу. Подруги перед игрой заняли в долг у школы кучу денег, тем самым рокировав свои суммы долга. А что до табличек с надписями, так правилами игры подобно не регламентировано, значит все, было чин по чину, а что никто не заметил мухульжа во время партии, уже никого не волнует. Все, окончено. Все в шоке, Сайки Такаши в полном, потому что Джабами ради мема и комедии добровольно оставила за собой 3-е место. С десятками миллионов кредита, получается, финансы ей вообще не важны по боку, и как такое азартное чудище контрить, вообще не ясно. Что до фан-сервиса, так подруги действительно подружились, поздравим подпиской, лайкой и анекдотой. Ну, вы пока пишите, а я расскажу немного позже. Между тем, беда, деньги у горемычной появились, оплатить долги она вовсе не собирается, проще говоря, планирует воспользоваться возможностью, которая есть только у кредиторов. Но понимаете, официальные матчи с членами учсовета, от которых те отказаться не вправе. То есть Джабами собираются играть с Кирари. И кто бы мог подумать, в самом совете до подобного исхода уже тоже догадались. Оказывается, у ГГшки и так есть финансы на погашение решения вопроса. Ведь из родных у нее только сестра, чилища на дорогущей больничной койке, значит копейки, активы, акции имеются. Что делать, как предотвратить бесповоротную резню, вообще не ясно. Благо, понимаете, у Кишимы есть тотальный фатальный план перехват с использованием полномочий дисциплинарного комитета. И значит, пока мама Бами Саатома будет мило беседовать, распевать чаи и обсуждать гипотетические теоретические вступления последний в совет в честь заслуг в крайней игре, на другом конце кампуса под землей 2 шизички будут играть. Суть следующая. Несколько карточек, дилер, нужно угадать, совпасть в картинках. Победитель берет один из револьверов и тупо палит. Промахиваться нельзя, иначе соперник имеет право палить в ответ. И ну вы представляете, Кишима зарядила полный магазин. Благо, не волнуйтесь, патроны резиновые, в крайнем случае скоро успеет. Наверное. И знаете, всю игру флешбеки с детством, отрочеством, юностью, выколотым глазом и кринжовой фансервисной рожей я, пожалуй, скипну. Все, что вам нужно знать, Мэри от предложения президента отказалась, потому что считать людей за нелюдей гниль тотальная. Тем более, самой бедолаги это тоже уже разок коснулось. А шизичная игра, там все было ясно с самого начала. Пистолет имеет определенный вес, пули его утяжеляют, вытащить револьвер без патронов легчайшая задача. Пистолет.
какой ужас. Ну и все вот эти мемы и схемы и кишимы с поддавками и специальными отражениями изображений на камерах, лишь бы самой проиграть, полный кринж. Горемычные подобные эгоисты вообще не понравилось, потому что, сами знаете, игра должна быть интересной всем участникам, а не какой-то там кринж в сухую. Когда все превращается из гейминга в банальное, бессмысленное причинение увечий. В итоге все хорошо, а хорошо то, что хорошо кончается. И за ним нехорошо начинается. Кирари куда-то улетела в голубом вертолете, видно по делам. А это значит, что пока президент отсутствует, совет может бесчинствовать во всех доступных рамках данных им полномочий. Ну и вы понимаете, значит, будет еще одна очередная игра. В этот раз, правда, и не игра вовсе, а вообще не пойми что. Значит, дело такое, в школе есть какая-то непопулярная, никому не нужная айдолша, в том числе не особо лестно относящаяся к своим фанатам. И получается, это самая Юмами, сговорившись с пятиглазым казначеем Каэды, сумела внести в план жизни Юмики дополнительным пунктом необходимость участвовать в певичном дуэте. Одним словом, беда. Благо, по чудесному стечению ужасных обстоятельств, так чудесно вышло, что у Джабами оказалось разорванное фанатское письмо и диктофон, на который удалось записать полный компромат по гнили. Значит, игра опять и снова будет, но очень интересной, с рисками, трагедиями, комедиями, концертами, все как нужно. Вон и друзья пришли посмотреть на происходящее. Ицуки как раз билеты смогла как-то где-то успешно выбить. А насчет того, когда и как она успела найти общий язык с Горемычной, так это я благополучно скипнул. Потому что все, что движет бедолагой, желание вернуться в совет, но уже обновленный, где президента будет Джабами. Но пока до такого далеко, для начала нужно миновать айдолские игрища, о которых я бы даже мог и хотел бы рассказать, но авторы не удосужились сделать хоть какую-то динамику в 3D, поэтому оставили статичные кадры с какой-то музыкой, поэтому, собственно, скип. Если оно вам интересно, там, конечно, были опять и снова все различные хитросплетения, кубики, крестики, шчизики и остальное, но кому не плевать. Даже, понимаете, авторам настолько плевать, что в играх с Юмами даже резких неожиданностей не подвезли. Обидно, досадно, ладно, давайте тогда расскажу анекдот. Однажды некий Геродот испек из курицы пирог, ну и пошел за оценками друзей. Приходит к Пифагору, математик, испробовав стряпню, похвалил. Обрадовался авиаконструктор и пошел дальше. К Архимеду. Старый пожевал, да и выплюнул. Геродот подумал и решил пойти на финальный суд к лучшему другу. Сократ съел кусок, съел второй, третий, пятый. Повар спрашивает, мол, как пирог, начинка? Философ ответил вопросом, а кто готовил? Я, с гордостью заявил Геродот. Тогда говно ты, а не подавился Сократ, так и оставив концовку анекдота открытой. Что до финала игры, так с последним ходом нужно было всего-то угадать месяц рождения зрителя, среди которых всего-то были еще и друзья Джабами, а после Горемычная всего-то выиграла на двойном отрицании, написав шестерку, что в сопернице подумал на перевернутую девятку. А месяцем-то вообще оказался март. Зато повезло, победа в кармане, а вместе с ней чемодан денег в придачу. А гнилую запись даже удалять не нужно. Юмами окончательно сдалась, поникла, погрустнела, ведь если она опростоволосилась при таких обстоятельствах, значит никакой певичкой и актрисой ей вообще не суждено быть. Ну и что вы думали? Фанаты оказались тотальными шизами, и вообще плевать, кто их во что ставит и за кого считает. Чел, одним словом, кринжанули. А вслед за ними Юмика, потому что она не может сидеть на месте ровно и тихо мирно вопрос урегулировать. Остался еще один самый важный нюанс. Кто такой наглец, хитрец и подлец подбросил письмо и подставил бедную несчастную Юмами? Так что вы думали? Секретарша Айдол же уверена в том, что все построил никто иной, как другой пятиглазый. Как говорится, вид издалека. Ведь кроме как у организатора, ни у кого больше возможностей и не было. Каэда, чтобы вы знали, человек чести, слов и дела. Вину не признает, играть с какими-то там должниками не собирается, благо его никто не спрашивал, ведь право официального вызова никто не отменял. И уж тем более никто не обещал, что эта возможность будет потрачена на игру с каким-то там президентом. Гейминг нужен прямо здесь и сейчас, поэтому действуй по ситуации. И действительно, раз матч вне плана, его придется из ниоткуда искать судью. Благо все по чисто счастливой случайности, заранее продуманный заместитель главы Ририка готов выступить дилером. Игра будет простая, но с подвохом. Как бы покер, но сложнее. И сложного. Во-первых, ставку можно будет только повышать и никак нельзя сравнять. Во-вторых, участник, чья ставка выше, выбирает, какая рука выигрывает. Если сильная, то все как обычно, а если слабая, то внезапно победит тот, у кого карты выдались хуже. И если вдруг вам непонятно, то кратко растолкую, у кого больше фишек, тот и в плюсе. Потому что, понимая выбор карт соперника и постоянно ставя хотя бы на одну фишку выше, победить труда не составит. И что вы думали, несмотря на счастливый выигрыш на первой раздаче, вторую Джабами с треском провалила, потому что Каэда человек простой, понятный и прямолинейный. А вот эти все азартные мемы, схемы не особо любят, а скорее надеются на стабильность и более-менее логичные выводы. Но даже он не мог представить, что на глобальном разгроме игра не закончится, и Горемычная вот так в открытую начнет простить долг. А что до Ицуки, у нее травма от общения с пятиглазом, бросившим и растоптавшим честь и достоинство бедолаги. Поэтому флешбэк пропущен, поддержка оформлена, ставки еще не сделаны. Ставить пока нечего. А вот все, есть, но понимаете, ребятки уже все фатально ошизели и тупо ставят все больше и больше, повышая даже не по однушкам, а целыми десятками, и от того хуже сотнями. Ицуки в шоке, я в шоке, все в шоке, даже Ририка в шоке, а Юмика еще льет
льет масло в огонь, туда его в топку, подначивать подругу к тотальному риску жизнью на кону. Ну и все, произошла какая-то 1000 минус 7 денег, минус 10 ногтей. И все, конечно, хорошо, весело, но, видимо, зря. Потому что какая-то подобную неосязаемую ставку принимать не собирается. Произошел, то есть, очередной кринж. Ладно, простите, вру, дилер-то ставку принимает. И вот уже опять снова все в шоке, и даже не потому что да, потому что под маской, представляете, президент. Получается, вышел какой-то близнецый момент, а вместе с ним и вышел и здравый смысл, потому что будущий министр финансов, представляете, тоже ставит всего себя и по праву лидера выбирает сильную руку. И ну, что греха таить, у обоих сет, но лучше Обаме старше, значит, сами видите, победа. Поздравлять в целом не с чем, потому не будем. Лучше помянем Пятиглазого, который реально все переумножился на 993. Ну что самое важное, Кирари с Юмика поговорили о звездах, галактиках, людях, сверхновых и сошлись на том, что нужно как можно скорее сыграть. Все будет честно, без жульничества и даже лучше, с полным расчетом на удачу. К несчастью, кроме напряжения, ожиданий, накала страстей и долгих измышлений, особенно в игре не было. Разве что на кону стояло исключение из Академии для проигравшего и абсолютно ничего, кроме похвалы для победителя. Ну вы, наверное, знаете, есть второй сезон, поэтому ничего, кроме ничьей, все закончиться не могло. Благо так удачно вышло, что последней картой Сузу и вытащил именно что максимально из возможных очков, уравняв счет. Одним словом повезло, другим словом клиффхенгер, даже не один, а сразу несколько со всеми героями, злодеями, близнецами и прочими непотребствами. А за режиссуру с доброкачественным кринжом авторам отдельное большое человеческое спасибо. Без шуток, аниме настолько нормальное, что его даже можно пересмотреть. Если вы любитель вот этого вот всего того, что, во-первых, тайтл не что иное, как концентрированный фан-сервис всех родов, сортов, кринжов, речей, посполитов, сателлитов и прочего. Во-вторых, здесь же внезапные иллюзии, мемы, схемы, в которых каждая игра это буквально отдельный фокус с завязкой, развязкой и объяснением, а как оно все получилось. Короче говоря, можно либо думать, либо не думать, но лучше не думать. Так что если вы уже да, то фан-сервис да. В-третьих, подписки, лайки, ракеты, кометы, монеты, эстеты, палеты, галеты, котлеты, пельмени. Пока.